Приветствую вас на канале Секреты еврейского успеха. Мы уже перешли на новые рамки, новый подход. В этом канале теперь будет только информация для евреев, как еврею стать более успешным, как еврею больше понять, в чем его предназначение. И сегодня поговорим, в чем вообще заключается работа еврея в этой жизни, в этом мире. Потому что когда мы сами понимаем, в чем, как говорится, цимес нашей работы, нашей позиции, нашей жизни, то тогда мы и на все другие вопросы будем смотреть немножечко по-другому. Давайте разбираться. Начнем с того, что мы не первые, кто задаемся вопросом, а что, собственно говоря, мы здесь делаем. Не только у евреев эта мысль посещает их голову, и особенно раньше люди очень много задавались такими вопросами. И есть два основных подхода, что человек делает в этом мире. Есть подход больше такой европейский, пей, ешь тут, там не дадут, то есть кайфуй, ходи там, наслаждайся жизнью, ничего духовного тебе не надо. И, собственно говоря, это подход современной Европы, Америка, вот плюс-минус эти территории. Есть немножко другой подход, который больше выходцы из Азии. Его последователи – это подход, мы уйдем в горы, будем там медитировать, заниматься полностью какими-то духовными вещами, и абсолютно ничего материальное нам не надо. Так вот, эти два основных подхода, которые в своем развитии пришли разные части человечества, ни то, ни другое не является правильным подходом. Мы все знаем, у нас уже давно вся информация есть, как говорится, кто хочет, может это всегда ознакомиться, поэтому для еврея ни то, ни другое не является правильным подходом. Для еврея является правильным подходом ровно посередине. Теперь перейдем к рассмотрению более детального, что такое еврейский подход и что значит ровно посередине. Так вот, как я и сказал, тот подход предыдущий, он не для евреев. Для еврея правильный подход, мы соединяем материальное и духовное. В этом наша задача. Мы те работники, которые притягивают духовное в мир материальный и материально поднимают на уровень духовного. Для того, чтобы объяснить это на очень простом языке, приведем самый простой пример. Ходит на работу обычный человек, не еврей, и ходит на работу еврей. Оба получили в конце месяца зарплату, нееврей пошел ее тратить, и, как говорится, это все укладывается в рамки материального мира, ничего духовного там нет. Но еврей получил зарплату, это абсолютно кардинально все меняет. Потому что мы думаем, что вот со стороны все одинаково, а там ничего одинакового там нет. Теперь, что значит еврей получил зарплату? Во-первых, помимо того, что все время, когда он работал, он, допустим, мог там делать какие-то добрые дела, помогать людям и так далее, и для еврея это заповедь, и, соответственно, там есть духовная составляющая тоже, мы сейчас это опускаем. Но если мы возьмем сугубо деньги, которые для большинства мира ничего духовного там нет, для еврея деньги – это духовная вещь. Как ее можно сделать духовной вещью? Получил человек зарплату, и что он в первую очередь он делает, если это еврей? Отделяет маасер. Еврей отделил маасер, все деньги стали духовной вещью, потому что он выполнил сейчас заповедь, он помогает другим евреям этими деньгами, эти деньги стали духовным сосудом, благодаря которому можно делать другую духовную работу. То есть помочь другому еврею, поддержать, там, не знаю, накрыть какой-то стол на шаббат. В общем, это все превращается из материального в духовное. Теперь, как только еврей отделил от этих денег маасер, он не просто осветил эти деньги, он этим самым осветил все свое время, которое он потратил на работе. Теперь все его действие, каждый его шаг, он является святостью. Деньги теперь являются святостью. Все, что он дальше с этими деньгами сделает, поможет другим людям, это тоже является святостью. Еврей потом пошел на эти деньги, купил продукты для своей семьи. Сейчас он выполняет тоже заповедь, потому что он обеспечивает других евреев. Потому что в первую очередь мы должны обеспечить своих близких, жену, детей и так далее, родителей. Все, что ты сейчас с этими деньгами сделаешь, является святостью. В этом и есть разница, и большая разница в подходе еврейском и нееврейском. У нас нет разделения на четко материальное, четко духовное. Мы всегда можем материальное сделать духовным, духовное сделать чуточку более выражено в материальном мире. Как это более подробно работает, это мы, может быть, как-то еще рассмотрим. Но главное, чтобы еврей понимал, что он выполняет очень важную функцию, очень важную миссию.
потому что все, что есть в духовном, его надо притянуть для того, чтобы оно появилось тут. Прежде чем напечатает кто-то какие-то там $100, которые по факту ничего не стоят, их надо создать в мире духовном, чтобы они сюда пришли. По крайней мере, так мы знаем из нашей традиции. Поэтому на еврея лежит важная миссия. Мы занимаемся тем, что мы соединяем духовный мир и материальный. И если мы этого не будем делать, то ничего в материальном мире не будет. И в этом, собственно говоря, и есть наша работа. Я в своих видео лишь немножко приоткрываю некоторые темы. Дальше это уже задача каждого либо разбираться, либо не разбираться более глубоко. Потому что моя задача, я закинул удочку, а, как говорится, человек, кому надо, разберется. Кто захочет зарабатывать больше, как говорится, откроет книгу и начнет что-то учить, что-то смотреть. Вот так и тут. Есть, конечно, другой формат лекций у других людей, но это полуторачасовые, двухчасовые лекции, и я так в любом случае не расскажу. Вот, в любом случае, я считаю, что еврею очень важно понимать, в чем его смысл, в чем его задача, в чем его функция. И, во-первых, когда он это понимает, ему самому будет легче, гораздо легче. Во-вторых, всем в мире будет лучше, когда евреи будут заниматься своим делом, а не занимать место за станком чьим-то. Это не приносит пользы ни нам, ни им. И про себя я могу сказать, когда я понял, в чем, как говорится, моя задача, то, во-первых, я и финансово вырос. Кстати, могу сказать, что у нас очень много незакрытых еврейских вакансий. Я, может быть, как-то еще буду их рассказывать, какие у нас есть вакансии. Но, к сожалению, у нас не хватает рабочих рук. Потому что пока евреи занимают место Васи, к сожалению, Вася не занимает место какого-то там Даниэля, допустим, потому что он не может это занять. Мы не принимаем неевреев на некоторые виды работ, потому что он не может выполнять духовную работу. И проблема в том, что вот мы ищем, как говорится, хорошо готовы платить, а найти не можем. Поэтому, когда еврей понимает, чем он должен заниматься, во-первых, он вырастает в доходе, потому что, как я говорю, нам нужен каждый еврей, и мы готовы платить, но у нас не хватает определенного количества евреев, которые понимают, что они должны делать. Во-вторых, вы совсем по-другому смотрите на мир, у вас появляется осознанность, у вас появляется больше смысла в том, что вы делаете. Поэтому я очень рекомендую любому еврею задуматься о том, что действительно он делает, не живет ли он как любое другое животное, что мы там едим, спим и что-то еще там делаем, но с этим может справиться и любой другой. А вот с нашей работой любой другой и не справится. Поэтому постарайтесь немножко подумать, что есть что-то большее, чем просто переваривать еду. Вы очень ценный кадр, каждый еврей на вес золота. С вашей работой никто не справится, поэтому начинайте потихонечку думать о том, как стать именно тем работником, за которым все будут охотиться. Я думаю, что вы в итоге не пожалеете. Ну, а мы не прощаемся, и я думаю, что мы еще будем говорить на тему, почему действительно еврей уникален, он должен это знать, он должен понимать свою функцию, поэтому мы еще будем на эту тему говорить. Не прощаемся.